В этом ролике я буду делать раздельную тихую вентиляцию в санузле, а также шумоизоляцию канализационного стояка. Задача стоит в том, чтобы сделать санузел, ванную и туалет максимально тихими, и каждое помещение со своей вентиляцией. Друзья, всех приветствую на своем канале, с вами Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. Поехали! Изначально в качестве вытяжки я планировал поставить два вентилятора Dual 100 с датчиком влажности и движения. Это я успешно реализовал в хрущевке. Он трехскоростной, на первой скорости может работать в автономном режиме, обеспечивая постоянную вентиляцию. Как только в помещение заходит человек, он включается на повышенную скорость. Также его можно отдельно включать и выключать кнопкой. В моем новом проекте есть одна проблема. Проблема в том, что помещений два. Ванна и туалет, а вентиляционный канал один, и он находится в туалете. То решение, которое предлагает застройщик, а именно вентиляционный канал с отверстиями посередине, не подходит от слова совсем. Почему я не ставлю просто два вентилятора? Один, допустим, вот сюда в туалет, и второй в ванну. И из ванны привести вот такой вот плоский вент-канал и подсоединить к этой вентиляции. Потому что будут смешиваться воздушные потоки. Когда этот вентилятор будет выключен, воздух будет идти из ванны по плоскому вент-каналу, ударяться в стенку и через отверстие вылетать назад. И, соответственно, смысла в такой вентиляции нет, потому что весь влажный воздух из ванны будет попадать в туалет. Поэтому тут должно быть другое решение. Первое, что нужно сделать, это разделить воздушные потоки между ванной и туалетом, чтобы воздух не перемешивался. В таком случае наиболее оптимальное решение – это установка канального вентилятора. Он может обслуживать одновременно несколько помещений. Посоветовавшись со специалистами по вентиляции, я сотрудничаю с каналом вентиляции квартиры и дома, ссылка на них будет в описании. Я выбрал вентилятор S&P TD EVO VAR. Он низкопрофильный, занимает мало места. Сам по себе он тихий за счет резиновых сайлентблоков, которые предотвращают передачу вибраций на корпус. У вентилятора есть своя автоматика со множеством режимов работы и режимом постоянной работы с настраиваемой минимальной скоростью, таймером и возможностью подключения внешних датчиков качества воздуха с сигналом 0-10 вольт. Для себя выбрал режим постоянной работы на минимальной скорости с переходом на повышенную при включении кнопки, ну или выключателя, соответственно. А когда я нажимаю кнопку назад, то есть выключение вентиляционного канала, соответственно, он еще какое-то время по таймеру работает и потом переходит обратно на минимальные вентиляционные обороты. Еще один ключевой элемент системы – это коробка для распределения потоков воздуха. Делается на заказ у жестянщиков. При желании такую же можно сделать из пластиковых воздуховодов при помощи термопистолета. Обойдется в разы дешевле. Также понадобится несколько метров гибкого шумоизолированного воздуховода. Плюс пластиковые элементы плоских воздуховодов, которые понадобятся для подключения системы. Перед тем, как собирать вентиляционную систему, мне нужно максимально герметизироваться от соседей, потому что трубы у нас общие, они стоят в кольцах, и если где-то будет воздушное сообщение, то моя вентиляционная система будет засасывать воздух из соседского санузла. Мне это не нужно, поэтому я сейчас все запениваю и гидроизолирую. Перед тем, как запенить кольца, обрызгиваем их водой. Пена наносится при помощи пистолета, без пропусков. После того, как пена затвердела, она обрезается, и на основании в несколько слоев наносится мастичная гидроизоляция. Еще нужно разобраться с шумоизоляцией канализационного стояка. Вот этот стояк в туалете, он издает очень много шума, потому что мы находимся на 15 этаже, надо мной еще дом 23-этажный, соответственно еще 8 этажей. И 8 этажей периодически спускают сюда воду. Причем, что когда спускается вода в туалете, получается, что большой объем воды летит с верхних этажей и создается вибрация, создается шум. Поэтому этот стояк нужно изолировать именно виброакустической шумоизоляцией. То есть не просто натянуть вспененный полиэтилен или замотать ватой. Да, воздушный шум уйдет, но вибрация все равно останется. Поэтому для стояка нужно использовать виброакустическую шумоизоляцию. Сейчас я покажу, как это правильно сделать.
Для того, чтобы сделать тихой канализацию, очень часто используется автомобильная шумоизоляция. Самая распространенная – стандарт-класс – CTP. Это фольгированный вибропоглощающий материал с самоклеющимся мастичным слоем. С обратной стороны антиадгезионная бумага. Материал очень удобный в работе и хорошо повторяет форму объекта, который обклеивается. Есть разные разновидности, например, сильвер будет тоньше, ну и соответственно дешевле. Сейчас у стандарт-пласта появился специальный комплект для шумоизоляции канализации Noise Block Pipe. Он рассчитан на шумоизоляцию одного канализационного стояка диаметром трубы 110 мм, длиной 3 метра. Это многослойный технологичный материал, который включает в себя звукопоглощающий слой, тяжелую звукоизоляционную полимерную мембрану, теплоизолирующий лицевой слой. В комплекте идет 6 нарезанных листов, алюминиевая лента с клеящимся мастичным слоем и пластиковые хомуты. Какие преимущества у этой шумоизоляции? Во-первых, это многослойная шумоизоляция, которая защищает и от вибро, и от звукового шума. Во-вторых, здесь уже все нарезано, комплект как раз для одной трубы, то есть для одного канализационного стояка. Она не клеится, поэтому если вы вдруг ошибетесь, то хомуты можно снять и переклеить. Во-вторых, или даже в-третьих, это цена. Цена получается аналогична той, если просто купить автомобильную шумоизоляцию. Цена недорогая. Сейчас вспомню, за сколько я его покупал. Примерно за 70 белорусских рублей. Но я посмотрю, сколько она сейчас точно стоит. Сейчас я это все буду монтировать на канализационный стояк в туалете. И самое главное, что мне очень нравится, то что она относительно тонкая. Просто не везде можно подлезть толстой шумоизоляцией. Допустим, в моем случае, вот как сейчас, мне там мешают трубы, я уже вот такую шумоизоляцию не нацеплю. А эту я без вопросов смонтирую. Перед креплением шумоизоляции на трубу я решил разобраться с тыльной стеной, чтобы потом не пачкать шумоизоляцию. На этой стене в санузле у меня будет располагаться сантехника. Здесь будет стоять инсталляция, коллекторная разводка, бойлер, вентиляция. И еще должен быть небольшой шкаф для хранения каких-то хозмелочей всяких. Вообще, я рекомендую сантехническое оборудование, то есть трубы, фитинги, фильтры, не зашивать наглухо плиткой, а все это зашивать мебельной конструкцией, чтобы вы в любой момент могли мебельную конструкцию разобрать и добраться до всех механизмов, которые есть здесь. Это первый момент. Второй момент – это вот эта вот стена. Когда мы все на нее повесим, соответственно, уже будет неудобно что-то с ней делать. Поэтому на начальном этапе нужно эту стену с большего облагородить, то есть зашпатлевать. А после того, как я уже сделаю шпатлевку в 2 слоя, сюда уже буду вешать оборудование, бойлер, вентиляцию, инсталляцию, ставить и коллекторную разводку. Для этого помещения использую цементную финишную шпатлевку, наношу в 2 слоя. Теперь можно шумоизолировать канализационный стояк. По поводу стояка будет очень много шуток в комментариях. Где нельзя подсунуть листовую шумоизоляцию, я подклеиваю самоклеющуюся тяжелую мембрану Silver. Дальше оборачиваем вокруг трубы листовой материал, склеиваю его лентой и стягиваю хомутами. И так по порядку я обматываю шумоизоляцией всю трубу. Там, где ревизия, я дополнительно отрезаю куски шумоизоляции и подклеиваю, чтобы все было полностью изолировано. Труба готова. Точно такую же шумоизоляцию я делал на этапе электрики с кухонным канализационным стояком.
После того, как я выполнил все работы, которые нужно выполнить перед установкой вентиляции, можно переходить непосредственно к сборке системы. Сборку начинаю с пластиковых воздуховодов, которые будут соединять вентиляционный канал с канальным вентилятором по потолку. Для этого использую 125-й плоский короб. Очень важный элемент – поворот на 90 градусов вент-канал. Я его сделал сам при помощи болгарки, термопистолета и плоского вент-канала. Так как элементы между собой стыкуются со щелями, я все проклеиваю при помощи термопистолета. Вот такая конструкция у меня будет подсоединять канальный вентилятор к вент-каналу. Все примеряю на месте, так чтобы канальный вентилятор подходил к трубе. Затем прикручиваю канальный вентилятор. Предварительно на стену наклеил шумоизоляцию. Теперь можно все окончательно склеивать. Устанавливаю все на свои места. Там, где будет заходить короб в вент-канал, щель запениваю. Дальше прикручиваю крепление и устанавливаю канальный вентилятор. Прикручиваем крепление к распределительному воздуховоду. У меня еще осталась автомобильная виброизоляция, я ее приклеиваю на жестяной короб. Это делать не обязательно, но в любом случае, если сделать, будет лучше. Монтирую короб на потолок. Дальше мне нужно сделать отверстие между ванной и туалетом. Я его делаю при помощи перфоратора. Теперь все элементы между собой соединяются гибкими воздуховодами. Это довольно-таки технологичная штука, многослойный шумоизолирующий вент-канал.
Крепится при помощи пластиковых хомутов и армированной алюминиевой ленты. С другой стороны, при помощи пластикового колена подсоединяется к вентилятору. К распределительному коробу подсоединяется еще два гибких воздуховода. Такая схема вентиляции позволяет разделить воздушные потоки из ванны и туалета, избежать перетока звука, влажности и запаха. Шумоизоляция достигается за счет внутренней гофрированной структуры мягких воздуховодов. Вот, собственно говоря, вся система и готова. Теперь по порядочку. Два воздуховода. Один идет в ванную комнату, второй засасывает воздух из туалета. Подсоединены в распределительную коробку. Гибким воздуховодом через колено подсоединяются к канальному вентилятору. Через колено канальный вентилятор подсоединяется к плоским воздуховодам, и они идут уже в вент-канал, вентиляционную шахту. Вот эта вот часть, она завернута. Я ее спаял термопистолетом. Все элементы между собой склеены термопистолетом. Те, которые не склеены, они обернуты полигированным скотчем, полигированной лентой. Теперь осталось только подсоединить электричество вот сюда. Эту штуку можно поворачивать, допустим, сюда, но я повернул его для того, чтобы было удобно. Пока что так. Можно в любой момент повернуть в другую сторону. Это то, что получилось в ванной. Ну, соответственно, все замажется штукатуркой. Это отверстие вент-канал будет замазано. Вот моя схема подключения канального вентилятора. Что здесь нарисовано? Вот это вот график работы вентилятора. Он работает в постоянном режиме вентиляции. После включения кнопки переходит в усиленный режим. На то время, которое мы задаем, минута 5, 15, 30. После того, как время заканчивается, переходит обратно в режим постоянной вентиляции. Вот это вот все регулируется здесь. Здесь подключение линия, то есть фаза 0 и вторая фаза. То есть просто приходит разделенная фаза. Одна фаза у нас идет постоянная запитка, вторая фаза перерывается выключателем или любой кнопкой. Вот эта вот штука регулирует мощность вентилятора при постоянной вентиляции. Смета на работу и материалы. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Желаю всем хорошего настроения, до новых встреч! No, you've been a good friend, and that's in the